Клаудио Браво, Кейлор Навас и Марк-Андре Тер Штеген – одни из лучших голкиперов мира, которые защищают ворота богатейших клубов. Зато 11-метровые для этих ребят являются страшным сном. Все трое крайне редко парируют удары с точки, как и бывшие киперы великих клубов. Недавно вспоминали о лучших исполнителях пенальти в современном футболе. Сейчас посмотрим, кого они боятся. Это топ-10 голкиперов, лучше всех отражающих удары с точки. Или, как говорят на Западе, топ-10 убийц пенальти. 10-я позиция и Бернд Лена. Совсем недавно голкипер Байера был почти лучшим в мире по данному показателю, но за последние 2 сезона серьезно подпортил статистику. Тем не менее, его результат сейчас 25% отбитых 11-метровых. То есть каждый 4-й удар соперников Лена превращает в свой триумф. На ленточке вратарь играет бесстрашно. Перед ударом пристально смотрит в глаза оппоненту и как кошка быстро и элегантно бросается в угол. При этом Лена сейчас всего 24 года и фактически его карьера только начинается. Девятый – зверюга Джанлуиджи Буффон. Старичку уже 38, и такая же прыгучесть, как у Лена, осталась в прошлом. Поэтому итальянец все чаще пытается угадать направление удара. И тут помогает просто космический опыт. Наверное, Буффон вообще самый опытный топ-голкипер мира на данный момент. В серии А он с 95-го года. Первый пенальти брал еще от Оливера Бирхофа, а потом еще 2 от Роберто Баджа. Перед матчами Джиджи очень подробно изучает манеру игры соперников и в особенности их штатных пенальтистов. Поэтому при ударе с точки довольно часто угадывает угол и стиль исполнения оппонентов. Главный из отбитых 11-метровых, то есть не угодивших в каркас, как в финале чемпионата мира 2006 в послематчевой серии, в карьере кипера, пожалуй, был в розыгрыше серии А 99-го года. Тогда он, будучи еще игроком Пармы, отбил удар с точки от зубастика Роналдо, игравшего за Интер. Пармезанцы победили, и это позволило им обогнать Рому в таблице и занять 4-е Лига чемпионское место. Зубастик, Баджо, Бирхов. Как же давно это было, а Джиджи еще на поле и в полном порядке. Восьмой – Мануэль Нойер. Очень уверенный, с отличной школой, техникой, реакцией и выбором позиции. В своей штрафной он бог и вообще все сущее. И эта уверенность очень часто помогает Ману и заставляет дрогнуть оппонентов. Нойер, как и Буффон, досконально изучает манеру соперников и перед ударом заранее знает, в какой угол будет прыгать, но терпит до последнего, чтобы максимально сбить оппонента с толку. Главные сейвы в карьере немца были в полуфинальной серии после матчевых пенальти с Реалом в Лиге чемпионов 2012. Тогда Ману отбил удары низом от Криштиану Роналду и Кака, после чего перепуганный Рамос и вовсе шмальнул в небеса. Бавария вышла в финал, правда дальше уже был Челси и Дрогба, но это уже другая история. Седьмая строчка – Жулио Сезар. Довольно редкий случай, когда бразильский голкипер настолько круто стоит в воротах. У Сезара очень хорошая реакция, за счет которой Жулио играет по сопернику и, как правило, не пытается угадать направление удара. А еще режет угол, немного хитря и выходя из ворот. Главное, 11-метровый Сезар отразил в послематчевой серии плей-офф чемпионата мира 2014 против Чили. В ней он опять-таки не играл наобум, и поэтому сначала отразил удар Пинильи по центру, а потом и Алексиса Санчеса, благодаря чему Бразилия вышла в четвертьфинал домашнего мундиаля.
Шестой, вы точно его ждали, наконец-то в моем топе Давид де Геа. Многие называют его лучшим вратарем мира прямо сейчас. Феномен испанца — это в первую очередь просто бешеная реакция на порядок лучше, чем у большинства других голкиперов мира. И за счет нее де Геа нивелирует все свои недостатки. Она же позволяет Давиду играть при пробитии пенальти по мячу. И если оппонент бьет не слишком сильно, то испанец отбивает удар. А главный пенальти в карьере вратарь отразил в далеком 2010-м в матче за Суперкубок УЕФА. 19-летний испанец парировал удар Диего Милита. Атлетико выиграл у Интера 2-0 и взял трофей. Именно с тех пор талант де Геа был признан созревшим, и следующим же летом он перешел в МЮ за 25 миллионов евро. Место номер 5 и голкипер Вольфсбурга из сборной Швейцарии Диего Бенальо. Вратарь отлично выбирает позицию и играет на выходах, а благодаря большим габаритам он с легкостью оттесняет оппонентов от мяча при борьбе в штрафной. Бенальо отбил за карьеру 17 пенальти. Главный, пожалуй, случился в нынешней Лиге чемпионов на групповом этапе в игре с ПСВ. Волки победили и заняли первое место в группе, оставив за бортом турнира ЦСКА и Манчестер Юнайтед вместе с де Геа. А остановить Вольфсбург в главном Еврокубке в итоге смог только мадридский перформанс Криштиану Роналду. Четвертая позиция. Вы не поверите, Игорь Акинфеев. У голкипера очень хорошая школа. Он всегда предельно сосредоточен, серьезен, а главное, уверен в себе. Это качество очень помогало Игорю в первые 5-7 лет карьеры и стало заметно мешать в последующие годы. Потому что уверенность периодически стала мутировать в самоуверенность и чувство безнаказанности даже после явных ошибок. Тем не менее, вратарь известен во всем мире и недавно в соответствующем рейтинге английского The Telegraph занял 14 место среди лучших голкиперов планеты. При ударе с точки действует в схожей с Жулио Сезаром манере. Ждет до последнего и немного выходит из ворот, срезая угол. Пенальти в карьере Акинфеева сыграли важнейшую роль. Первый матч в РФПЛ за основу ЦСКА 17-летний Игорь провел в 2003-м с Крыльями Советов, где как раз отразил пенальти от мастера стандартов Андрея Коряки и был признан лучшим игроком той встречи. После чего стал основным голкипером армейцев, а позже и сборной России. А самый важный пенальти за сборную Игорь взял в отборочном турнире к нынешнему Евро 2016, отразив удар Себастьяна Ларсена в игре со Швецией, что в дальнейшем позволило нам обогнать команду Златана и напрямую выйти на турнир во Франции. Бронза рейтинга у мгновенно вытеснившего из основы ПСЖ Сальвадора Сиригу Кевина Трапа. Немец поразил Лорана Блана отменной реакцией, прыгучестью и игрой на выходах. При 11-метровом голкипер буквально вытанцовывает на ленточке, размахивая руками и пытаясь сбить оппонента с толку. При этом действует по мячу и не ныряет раньше времени. До ПСЖ Трап играл в скромном Франкфурте, поэтому очень сложно выделить главный пенальти в его карьере. Пожалуй, пока это сейф в принципиальном матче парижан с Марселем в ноябре прошлого года при счете 2-1 в пользу команды Блана, позволившей Трапу и компании набрать важные 3 очка. Второй сегодня голкипер Шахтера из сборной Украины Андрей Пятов. У вратаря не самая сильная школа и довольно слабая игра на выходах, но все недостатки он с лихвой компенсирует потрясающей природной реакцией. На ленточке он может вытащить тяжелейший мяч, а при 11-метровом не гадает, а внимательно следит за ногами соперника. Показателен как раз недавно взятый пенальти в игре Украины с Испанией. Сеск Фабригас ждал, когда кипер начнет заваливать
вкатываться в угол и собирался тихонько пробить в противоположный. Но Пятов стоял на месте. В итоге Сеск растерялся и пульнул прямо в Андрея. Самый же памятный пенальти украинец взял в 1/8 Лиги чемпионов 2011 с Ромой от Марко Барьелла. Тот сейв придал Шахтеру уверенности и позволил без проблем выйти в четвертьфинал Еврокубка. И, безусловно, первое место у Человека-паука из Интера Самира Хандановича. На сегодняшний день на его счету уже 34 сейва после 11-метровых. Показатель, к которому не может приблизиться ни один из современных киперов. Ханданович никогда не гадает и прыгает ровно в тот момент, когда игрок соперников касается мяча. За счет чего огромный вратарь успевает так быстро сложиться и отбить удар, неясно. Но ему уже принадлежит рекорд серии А по отбитым пенальти за один сезон. В розыгрыше 10-11 он взял 6 из 8 ударов с точки. И всего 2 шага словенцу остается доказавшегося вечным рекорда Джанлуки Пальюти, который за карьеру отразил 24 удара с точки в чемпионате Италии. Самый важный пенальти Хандановича был в мае 2011-го. Во время поединка за тогда еще Удинезе Самир парировал удар от Адриано Муту. Черно-белые победили 1-0, и это позволило команде сенсационно занять 3-е место, дающее путевку в квалификацию Лиги чемпионов. В рейтинге только действующие голкиперы, в ворота которых пробивалось не менее 30 пенальти. В статистике не учитывались удары в послематчевой серии 11-метровых только во время игры. И если бьющий игрок не попадал в створ ворот, а запускал мяч в небеса, это не считалось сейвом. Пишите о самом памятном отбитом вратарем пенальти по вашему мнению в комментариях и подписывайтесь на канал, а также на официальные группы о спорте ТВ и проекта ТОП-10 ВКонтакте. Ссылки внизу. И тогда при игре в воротах вы будете действовать увереннее Самира Хандановича. Похожий рейтинг только полевых игроков, которые лучше всех бьют пенальти, типа Джерарда, смотрите тут. А прошлый очень мотивирующий выпуск топа про 10 причин крутости Лестера здесь. Александр Журавлев о спорте ТВ. Пока. Позволивший Трапу и компании набрать важные 3 очка и стать чемпионом Франции за 12 туров, а не за 11.